Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему у нее сносит крышу? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы еще такой молодой душой, я вам скажу. Вот несмотря на то, что, может быть, вам уже много-много лет, но вы такой еще вот, дурашливый, вот я бы сказала, вот мальчишка в душе, да, вот никого не хочу обидеть, но тем не менее, вот молоды вы в душе. Может проигрываться, что даже вы смотритесь намного моложе, да, вот не по годам, вот выглядите абсолютно не на свой возраст. Вы очень семейно ориентированный человек. Для вас очень важны вот люди, которые к вам близки, да, вы очень цените дружбу, вы всегда готовы прийти на помощь, да, у вас друзья есть, пусть это один-два друга, но такие верные, надежные. Вы очень цените вот именно постоянство в любви, вообще вы цените везде постоянство. Но знаете, вот сейчас у вас проигрывается ситуация, когда пары возле вас нет. У вас была пара раньше, это была женщина, но которая, я бы сказала, она больше любила себя, чем вас. Вот она как-то, знаете, ну такая вся королевишна, кружите меня, кружите. Она очень любила красивую жизнь, комфорт. Но вы оставили эту женщину позади, это уже перевернутая страница вашей истории. Здесь единственное может проигрываться вот ностальгия по детям, да, вот вы хороший отец, вы были хорошим мужем, и здесь вот именно не хватает именно общения с детьми, либо же его очень мало, вот не так, как хотелось бы, либо вообще вот довольно часто бывает, что женщина просто запрещает видеться детям с отцом. То есть такая вот своего рода маленькая женская месть, вот именно через детей, да, вот зная, что отец очень любит детей, что дети любят отца и тянутся к нему, может специально запрещать под тем или иным предлогом. Но вот когда вы знаете, вот когда вы сходите с детьми, пусть даже в редкие какие-то моменты, то, я думаю, вы отрываетесь по полной. И ходите везде, да, там парки, аквапарки, я не знаю, там гуляете, ездите. Ну, то есть каждый, конечно, по мере своих возможностей, но вы стараетесь подурачиться как можно больше. Особенно это касается вот у кого есть маленькие дети, ну, с которыми реально еще нужно так подвижно, активно проводить время. На море, может быть, да, кто-то планирует поехать вот именно с детьми. Вы такой человек, который очень такой гостеприимный, компанейский, да, вы умеете и стол накрыть, вы можете и приготовить, причем вот именно на кухне вы можете фору дать любой другой женщине. Вы довольно неплохо готовите, причем даже может проигрываться, что когда вот у вас раньше была женщина, она готовила хуже, чем вы. Ну, либо же много блюд намного хуже она готовила, да, может быть, какие-то у нее и получались более-менее, но тем не менее, вот такой момент есть. Здесь еще, знаете, у меня такое ощущение, что вот бывшая ваша хочет что-то у вас то ли оттяпать, да, это могут быть деньги, это могут быть какие-то судебные разбирательства, это могут быть вот эти вот, ну да, именно вот судебные, скорее, тягомотина вот эта вся, по дележке имущества, машины, квартиры, там деньги, все нажитое, что было с ней. Вот она хочет у вас побольше отобрать. Но я думаю, вы себя в обиду не дадите, вы будете за свое бороться, и вы свое отстоите. Так, что еще проигрывается в вашей жизни? Вы довольно сильный мужчина, да, вот и физически вот проигрывается, и физически, и морально. Но вы знаете, у вас идет такое вот душевное, именно моральное истощение. Вы очень устали, возможно, ну просто вот за пройденный год, да, вот отпуска, допустим, еще не было, настолько вот морально устали, вы физически устали, что, может быть, кому-то вот захочется просто отдохнуть, кому-то на море захочется поехать, да, ну то есть планы такие есть. Знаете, вот хочется на море махнуть, в море ножки окунуть как минимум.
Поэтому вот такой еще момент, вот именно такой безнадеги, да, вот устал от всего, от житейских проблем, устал от работы, вот просто вот выдохся, да, вот хочу умчаться на край света, чтобы просто сменить обстановку и отдохнуть, отключить все телефоны, и чтобы меня никто не трогал. Напишите, есть такой момент или нет. Теперь еще, смотрите, вы такой человек довольно, ну, мечтательный. Вот в чем-то даже вы скромный, я бы даже назвала скромность какая-то. Это может касаться даже вот именно в отношениях с женщинами. Скромность, да, чтобы познакомиться, вот как-то, ну, вы скорее робеете в чем-то, да, вот неудобно как-то, есть некая такая стеснительность. Вы не будете лезть к женщинам, знакомиться напролом. Я, к сожалению, пока не вижу возле вас женщины, которая могла бы быть вот именно вашей любимой, да, вот на данный момент, вот, ну, не ёкнула у вас, не ёкнула вот после бывшей как-то, ну, романы могут проигрываться, но как-то все не то и все не так. Потому что еще я вам скажу, что вокруг вас тусуется очень много женщин, которые имеют виды то ли на ваши деньги, да, ну вот на доходы какие-то, может быть, на квартиры, машины, да, у каждого это свои блага, так скажем, материальные. Но как-то вот все больше корыстных. И вы это прекрасно видите, вы это все понимаете. Поэтому вы не особо так и вступаете в отношения, потому что, ну, не встретилась еще та единственная, от которой бы реально у вас ёкнуло сердце, с которой бы захотелось вот строить именно вот новые отношения, да? Давайте-ка смотреть теперь, какая же женщина пришла к нам на расклад, у которой сносит крышу, да? Что же это за женщина? Ух ты, Титаник у нас. Это женщина, которая осталась в вашем прошлом, которой уже для вас, в принципе, не существует. Ну, в принципе, здесь понятно, что это за женщина, да, вот с которой у вас уже все, разрушены отношения. Вот они просто утонули, как этот Титаник, да, вот они утонули, и она вычеркнута, она уже перевернутая страница вашей жизни. Да, когда-то у вас был роман, когда-то была любовь-морковь, когда-то вот вы для нее старались, да, приносили там чуть ли не звезду с неба готовы были отдать. Но человек был манипулятором. Вот у вас проигрывается здесь четко, проигрывается, что измена была, да, в вашей жизни. Была измена, из-за которой, скорее всего, вы и расстались. Поэтому может даже проигрываться, что как раз из-за измены вы теперь и не торопитесь вступать в новые отношения. Есть такое некоторое опасение. Эта женщина вот была вашей императрицей. Скорее всего, она была матерью вашего ребенка, ну, либо же детей, да. Или же вы хотели иметь детей от этой женщины, но не успели, может быть, по какой-то причине, да, вот не получилось, не сложилось, да, но здесь однозначно вот фигурируют дети. Так, давайте-ка смотреть. Почему же у нее сносит крышу? Что же такое с ней случилось? Да? Что за елки-палки у нее в жизни происходят? Так, вот я люблю вот эту карту, да, вот, ребятушки, да, немного юмора, вы любите мой юмор, да, вот стал мужчина как бы нужду, да, вот исправить, а тут гусь. Напишите в комментариях, как бы вы трактовали эту карту. Вот я вообще тащусь, конечно, кто художник, кто придумал такую карту, представьте ощущение этого мужчины, да? Вот эта карта говорит обо многом, в принципе. Вот если описывать вашу бывшую зазнобу, да, ну, как бы вот она на жезлы ориентированная. Вот она вообще по жизни, она сейчас живет, вот она как этот гусь, да, вот мужичков так схватила, да, вот за одно место. Поматросила, не подходит, до свидос. Женщина, в принципе, она работает, да, но я не скажу, что она супер-пупер работу имеет. Такой довольно небольшой достаток. Вот у нее, смотрите, вот вывернутые карманы.
Здесь как бы ни о чем уже, да. Здесь человек, который либо материальные трудности испытывает, здесь человек, которому не хватает денег, человек, который, ну, гол как сокол, да. То есть спонсора в ее жизни сейчас нет. Она злится, она бесится со страшной силой из-за этого, но она помнит, как было хорошо с вами. Вот в чем весь прикол. Она помнит, как вы вот как под этим зонтом, да, вот вы, как на этой карте, да, вот мужчина держит зонт во время дождя над женщиной. Она прекрасно помнит, как вы заботились о ней. Она прекрасно помнит, что вы вкладывались в нее, да. А сейчас вот ей остается только вот щипать за жезлы, да, вот грубо говоря. Больше ничего. Любви нет, денег нет, счастья нет. И в чем же прикол, да, от чего же здесь прыгать от радости? Да уж, очередной бумеранг в действии. Ну да, животных, конечно, она любит, да. А что ж такое? Начала искать богатеньких папиков или что? Если раньше у нас, если вы помните, вот в раскладах как-то приходили женщины, которые по молоденьким пошли, да, здесь я смотрю, она уже по мужчинам более старшим, причем вот она не брезгует женатыми мужчинами. Причем даже тут может проигрываться, что жена узнает, да, вот жена узнает, что муж изменяет вот с вашей зазнобой. И здесь уже проблемки. Но она ищет приключений на одно место, честное слово. Вот она ищет приключения, она почему-то думает, что вот чем старше мужчина, да, тем он богаче, чем она может с него побольше поиметь, да, поскольку она довольно такая финансово ориентированная дама, довольно любящая, кстати, еще экстрим в своей жизни. Вот она постоянно как будто испытывает судьбу, вот постоянно как будто вот лезет на рожон, да, вот ее, ну, судьба, вот честно, забодает ее рано или поздно. Вот она доиграется, то ли какая-то жена ей сделает приятно, ну, в кавычках, понятно, да, вот что-то она такое сотворит. Такая экстремалочка. Вот ищет приключений на одно место, но получит она, конечно, сполна. У нее даже, смотрите, у нее ностальгия проигрывается. Однозначно, вот почему-то у нее сейчас, вот последнее время, вот какие-то вот как любовные треугольники, реально. Вот она пошла вот по женатикам, что ли, да, вот именно по обеспеченным вот женатым мужчинам. Но это вообще, я считаю, табу, это даже подло как-то вот влезать в чужую семью, да, вот уводить жен, да, ну, либо же женщины, когда мужей уводят, да, но я считаю, это сверхподлость. Когда вот есть дети, да, вот есть семьи, и она влезает в эти семьи, да, вот просто ради каких-то своих корыстных интересов. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, да, вот, как вы относитесь к тому, что женщина просто лезет на рожон, да, вот и разрушает чужие семьи. То есть ей все равно, да, что она поматросит, бросит мужчину, этот мужчина потеряет семью и все потеряет, да. То есть вот как вы считаете, это вообще нормально, да, вот что вы думаете по этому поводу? Ну, как бы здесь человек, знаете, она от безысходности уже пошла по женатикам. Вот она от безысходности, вот у нее такой крышеснос, она уже не знает, куда метаться, у нее нигде не получается. У нее один женатик, ну, отшил ее, второй женатик. Опять же, здесь идет такая критическая довольно ситуация, что вот-вот ее отошьют. Ну, то есть, понимаете, такое ощущение, что у человека, ну, реально какой-то вот, ну, диагноз, пунктик. Ей не хватает любви. Она ищет любви, но у нее это не получается. Вот не получается из-за ее какого-то притворства, из-за ее корыстности. Она и сама из-за этого переживает. У нее как-то вот жизнь пошла наперекосяк. Она даже, смотрите, она даже этих мужчин, вот, которые появляются в ее жизни, она их застраивать пытается из-за своего какого-то вот скверного такого характера. Женщина, у которой абсолютно нет счастья. Вот единственная отдушина, это у нее, ну, дети. Вот еще к детям она более-менее нормально относится. Поэтому, знаете, вот ее можно только пожалеть. Вот у нее реально сносит крышу, она уже не знает, за кого ей хвататься, да.
Одинокие мужчины как-то не засматриваются особо на нее. Женатики тоже, тем более они видят ее насквозь. И плюс там жены узнают, а это вообще трэш, да, здесь можно и получить по голове, как говорится. Поэтому как-то радости маловато в ее жизни, поэтому ей и грустно, да, вот она мечтает о любви, ей хочется романтики, ей очень не хватает романтики, но она сама разрушила свою жизнь. У нее есть ностальгия о прошлом, у нее есть ностальгия по вашим отношениям, когда было все хорошо. Но, тем не менее, она даже не допускает мысли, чтобы помириться. Она прекрасно знает и понимает, что ну, здесь примирение абсолютно ну, не светит примирение. Да? Хотя вот она бы хотела получить от вас весточку. Вот она бы хотела получить да, какой-то шаг с вашей стороны, вот, возможно, даже примирительный шаг. Да? Вот ей уже настолько как-то вот грустно, печально и одиноко, что она уже хоть от вас хочет весточку получить, понимаете, в чем весь трэш ситуации. Женатики, конечно, это такое, ну попрыгает она по жезлам, ну, жена чья-то там, ну, покажет, где раки зимуют, да. Ну, на этом все и закончится. Вот как-то так. Поэтому у нее сносит крышу от безысходности. Счастья нет, любви нет, денег нет, ничего нет. Да еще и мужа любящего потеряла. Вот и вся печальность ситуации. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!